Всем привет, дорогие друзья! Поздравляю всех с Днем космонавтики и с радостью представляю вам 5 фильмов про первого человека, который взлетел в космос, а именно про Юрия Гагарина, а также фильмы, которые так или иначе связаны с тем великим событием. Устраивайтесь поудобней и полетели! Так начиналась легенда. Это советский художественный фильм, снятый в 1976 году. Фильм повествует о детстве Юрия Гагарина, о том периоде жизни, где, по его собственным словам, произошли переломные события его формирования. Конечно же, это война, оккупация села, где он жил, голод, разлука с братом и сестрой, переезд в город и многое другое. Он делал то, что делали все. Пытался вредить внешним врагам, помогал советским летчикам, спасал родных, взял под защиту осиротевшую девочку, участвовал в восстановлении разрушенной школы, но все это вместе взятое формировало его характер. Сколько раз я тебе говорил, не годен ты к воинской службе. Иди ты. Ну, гляди, Гагарин. Я тебя предупреждал. Космос как предчувствие. Конец 50-х. Спутник уже запущен, а первый космонавт еще нет. Герои фильма живут в городке недалеко от границы с Норвегией. Коньков всегда хотел стать кем-то, кто может принести человечеству пользу. Он работал поваром, любил официантку и перемещался по городу на велосипеде, но при этом свято верил в свое и общее великое будущее. Скоро в его рутинном существовании появился таинственный человек Герман, который рассказал, что по всей стране происходит тайный отбор особенных людей, которых потом соберут вместе и отправят в космос. Герман оказывается не самым хорошим человеком, но вся цепочка событий в конечном итоге ведет к знакомству Конькова со скромным парнем по имени Юрий. Слушай, а может он головный какой, а? Угу. Ну чего он к тебе прилип-то так? Слушай, это я к нему прилип. Понятно тебе? Вот так. Тебе только так кажется, что ты к нему прилип. Тебе только кажется, да. «Бумажный солдат». Это российский драматический фильм 2008 года. События фильма разворачиваются в 1961 году. Лента рассказывает о враче Данииле Покровском, который готовит отряды космонавтов к выходу в космос, разрываясь от страха за этих героических людей и подозревая, что отправляет их на верную смерть. А также он не знает, что делать на личном фронте, потому как любит сразу двух женщин – жену и любовницу. Юрий Гагарин показан в фильме простоватым и спокойным парнем, готовым ради великой цели пожертвовать всем. Что за проклятый характер? На вот, посмотри в зеркало. Посмотри, улыбнись широко и ясно и скажи: я умный, талантливый, защитился как бог. «Битва за космос». Это масштабный документально-художественный сериал, который вышел в 2005 году. На фоне кадров документальной хроники разыгрывается история о соревновании между научными умами космической гонки двух супердержав – СССР и США. В центре противостояния двое ученых, главный конструктор в американской ракетно-космической программе и главный руководитель советской группы разработчиков космической программы. Основу сценария составили воспоминания очевидцев и дневники участников событий, а также архивные документы и видеоматериалы. Состав творческой группы многонационален, так что в сериале можно встретить русских, американских и английских артистов. У них мощные ракеты. Подобная ракета способна легко доставить даже трактор на высоту 100 километров, в то время как наша – только пакет сахара наполовину этой дистанции, товарищ Серов. И последний фильм на сегодня – «Гагарин. Первый в космосе». Фильм посвящен первым шагам человечества на пути освоения космоса и непосредственно судьбе первого космонавта Юрия Гагарина. Основной лейтмотив – это борьба за право быть первым, соревнование в первом отряде космонавтов, конкуренция технологий в ракетостроении, противостояние сверхдержав СССР и США. В первый отряд космонавтов отбирали из 3000 летчиков-истребителей по всей стране. В легендарную двадцатку попали лучшие из лучших. Кто из них полетит первым, не знал никто. На этом пути пришлось бороться не только с земным притяжением. Дорогие друзья, на этом наш ролик подошел к концу. Какой фильм вас заинтересовал больше всего? Напишите в комментариях, а также не забудьте поставить данному ролику лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. До встречи!